Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить о том, что мужчины сейчас не чувствуют поддержки от государства, чтобы создавать крепкие, счастливые семьи и отношения. Сейчас семья воспринимается как что-то очень тяжелое, непосильное для многих, без желания это создавать. Интересы мужчины и женщины в браке сейчас противопоставляются. При заключении брака супруги обязаны строить свои отношения на взаимоуважении и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи. Но сейчас это часто больше похоже на пустой звук. Трудно поверить, что при таком огромном количестве разводов во всем виноваты только мужчины. При причине развода женщина может указывать уважительную причину на первый взгляд, но является ли это правдой на самом деле, и может ли женщина на самом деле написать в графе «Причина развода», что этот мужчина нужен был только как спонсор? Как говорят мужчины сами, да, кидают просто мужчин. Матриархат, который сейчас есть, он, возможно, не всегда предполагает вообще наличие мужчины в семье, потому что, как оказалось, это крайне сложно. Его ресурсы, квартира, средства, да, предполагают именно так. Но само наличие мужчины, самого его как человека, много случаев, что нет. В Конституции Российской Федерации гарантируется равенство обоих полов. Но когда речь заходит о мужчинах, то здесь начинаются противоречия, и не так много освещается то, что сейчас как раз-таки дискриминируются права мужчин. Мужчины спрашивают, почему есть женский мат-капитал, почему нет мужского? Что такое счастье на самом деле для человека, и связана ли она в настоящее время с созданием семьи, как это было раньше? Вот сегодня обо всем этом я и буду говорить. Знаете, мир переходит в какое-то новое состояние. Я думаю, что какое-то количество людей это ощущает. Чтобы ответить, куда движется этот мир, хотя бы человеку, который задается этим вопросом, то есть самому себе, люди все чаще сейчас стали обращаться к антиутопическим произведениям, которые описывают возможное будущее человечества, и кто-то видит сходство между тем, что сейчас происходит, и тем, как это точно описано. И даже, я бы сказала, побаиваются тому, что все может сбыться. За пределами земного рая обитают какие-то человекоподобные существа, потомки тех самых дикарей, которые не прошли облагораживающее воздействие цивилизации. В произведениях общества люди сводятся к определенному стандарту человека. Человек ничего не создает, а только потребляет. Ему чужды искренние чувства и эмоции. Жизнь человека крутится по кругу. Работа, развлечения, работа, развлечения. Есть такое произведение Евгения Замятина «Мы». Там счастье описывается как отсутствие желаний. То есть у человека есть только базовые потребности. Это еда, которая сейчас у людей в достатке, и близость. А близость может происходить с помощью упразднения брака, семьи. В заведениях также говорится о том, что подозрением относятся к тем мужчинам и женщинам, которым удается построить долгосрочные отношения. Нарушается принцип общности. Те члены общества функционируют как гигантская машина. А в произведениях вот этих утопических описывается такой удобный человек. И с этого нового человека это одинаковость и стабильность. Не предполагается производить личностей. Знаете, машина имеет свойство как техника ломаться. Может выйти из строя, что-то может пойти не так. Есть люди, которые не хотят ограничиваться только базовыми потребностями. Им нужны другие потребности. Не те, как в животном мире. Есть желание создавать семью,
Есть желание, чтобы был ребенок, ну, в твоей собственности, чтобы это был твой ребенок. Потребность в дружбе, в общении между людьми. Чтение книг, в конце концов. Произведения, вот правила такие. Чтобы люди уже с детского возраста, чтобы их тошнило от книг. Потому что чем больше человек чем-то интересуется, тем он менее становится вот этим вот удобным. Философия проста. Чтобы подчинить что-то, нужно иметь этот правильный объект для этого. Римские императоры, Александр Македонский, Наполеон и так далее совершали одну и ту же ошибку. Они хотели это сделать силой. Народ свергал это. В видениях показано, что люди не предполагают, что есть какое-то альтернативное существование. Оуэлл видел проблему человечества в стандартизации общества. Вбивается покорность. А в комментариях я люблю часто приводить какие-то живые комментарии, потому что это реальные люди, которые пишут реальные какие-то истории, слова. Вот, например, мужчина написал историю своей бабушки и дедушки, которые встретились и жили всю жизнь. У них не было богатой какой-то жизни, и встретились-то они, как раньше было, с одной ложки и вилки, и прошли вместе этот путь жизненный, и не разошлись. А сейчас подавай там бриллианты многим. При советской власти практически все были едины. В советский период меркантильность осуждалась, проповедовалось человеколюбие, альтруизм, честность, мещанство и вещизм также осуждались обществом. Проблема в том, что все больше женщин, которые не держатся за семью. Сейчас у людей появилась возможность что-то делить. Было время, когда людям нечего было делить. Сбережений особо не было. Сейчас некоторые живут для того, чтобы накапливать только. А сейчас это время настало. Сейчас настало время разделить непреодолимое вот это желание разделить чужое. Цифра в 95-98%, что ребенок останется однозначно женщиной, хотя есть случаи, когда все-таки ребенка оставляют с мужчиной, и сейчас все-таки таких случаев появляется больше, но тем не менее пока остается вот этой вот, скажем так, критической, мужчина понимает, ну зачем, если это заведомо проигрышные манипуляции с детьми, которые происходят, и не наказываются за это. Общество, которое мужчина мог очень долго физическим трудом, пропадая на работе, не видя этого белого света, зарабатывать и в один прекрасный момент лишиться всего этого. Поэтому мужчины говорят сейчас, что кто в здравом уме пойдет в ЗАГС подписывать себе приговор. Я за семью в любом случае, но я также и за адекватность в принятии решений. Описание причины развода. Действительно ли женщины правдиво описывают ситуацию, причину эту? Ведь не секрет, что какое-то количество женщин просто при такой возможности, которая есть сейчас, использует мужчин. В денежном смысле безнаказанность порождает вседозволенность. Ставить. Поднесли к человеку сундук с разными алмазами, бриллиантами, какими-то драгоценными камнями, которые люди понимают, что смогут получить за это очень большие деньги и жить долгое время, ничего не делая, например. Все-таки обрести то, что или купить то, что ты хотел. Вот какое количество людей откажется от этого, потому что, например, это нечестно взять чужое. Хотя вот тебе говорят: держи, бери,
и вот тебе за это ничего не будет. Я думаю, что, к сожалению, не все люди поступят по совести и скажут, что мне чужое не нужно. Является выгодной. Соответственно, чтобы количество разводов было меньше, нужно просто сделать развод невыгодным. Например, чтобы женщина понимала, что при разводе она ничего не получит. Ну, вот этом там говорится, ну вот мужчины тоже возмущаются по поводу неравенства, да, то, что на мужские плечи могут возлагаться такие очень вредные самые профессии, хотя у нас сейчас как бы неравенство, которое сами хотят женщины. Ну, там, про армию, да, кто-то говорит, что не служат, почему у нас женщины, хотя в других странах такое есть. Ну, здесь такой вопрос такой довольно спорный. Пенсионный возраст, конечно, да, мужчины позже уходят на пенсию. Почему? Хотя мужчины живут меньше, чем женщины по возрасту в среднем. Ну, мужчины в роли там, ну и сейчас касаемо вот какой-то дискриминации, да, часто участились случаи, когда мужчина-учитель, когда он как бы оказывается на самом деле с какими-то наклонностями, да, такими, э, с, с наклонностями к этим детям. Ну, вот складывается, одно время прям складывалось ощущение, что как будто таких очень много. Знаете, вот из антиутопических произведений один из героев оказывается во всем в конце в этом новом мире, смотрит на всю эту цивилизацию построенную с чувством страха, отвращения. Читатели ему напоминают только оболочку человека, но внутри не являются такими. Похоже на таких мертвецов, которые передвигаются, и на просто людей, которые не живут, а существуют. Вот то естественное желание для мужчин создавать семью, иметь ребенка, иметь здоровые отношения, иметь рядом друга, сообщника, скажем так, в хорошем этом смысле. Это естественное желание. Только сейчас такое противостояние, оно не только складывается сейчас в законах, но и в информационном поле. Вот хотелось бы, чтобы люди жили по-настоящему. Вот этими, как герой видел, людьми, которые только с этой оболочкой, а внутри нет настоящего человека. Вот хочется, чтобы оболочка человека совпадала с внутренностью человека, с его качествами, и чтобы таких людей все больше и больше было в нашей будущей, скажем так, цивилизации, чтобы ушло время разобщенности людей. Всем спасибо большое за внимание. Увидимся уже завтра в следующем видео. До новых встреч. Пока.